Как и когда возник Киев? Все версии. Не все так просто с матерью городов русских. Столица Киевской Руси появилась внезапно, сразу являясь крупным городом, но не имеет достоверных основателей и даже даты закладки. Скорее всего, город появился еще до появления славян на Киевщине. Согласно повести временных лет, Киев построили 3 брата – Киищок и Хорев, первый из которых был перевозчиком грузов на Днепре. Никаких подтверждений тому нет, кроме аналогичной записи в хрониках Армении, где дословно пересказана легенда и упомянуты переиначенные на армянский лад имена. Какие же существуют версии возникновения Киева? Некие города в области нынешней Киевщины упоминаются еще Геродотом. Например, город Гелон, где племена Нервиев и Андрофагов живут вместе со скифами и греками. Но какая-то подробная версия о точном положении города отсутствует, как и причины, по которым греческие колонисты могли бы жить так далеко на севере. Поэтому версия номер 1. Киев основан полянами как торговое поселение и получил свое имя из-за дощатого настила через реку, который держался на сваях, вбитых в речное дно, называемые кии. Но в этой версии смущает то, что Киев довольно молодой город, но летописи не зафиксировали стадии его роста, он сразу был готовым и столичного масштаба. Как будто славяне его просто захватили когда-то. Версия номер 2. Киев иногда называется Самватос в греческих записях. Это слово из языка хазар, сходного с именем священной субботы Шаббат, а река с таким названием протекает в стране, где живут потерянные 10 колен Израилевых, что также намекает на хазарские корни. Известно, что жители Киева долгое время были данниками хазар. Данные археологии убедительно подтверждают факт зависимости небольшой группы славян правобережного Среднего Поднепровья от хазарского каганата, но полностью отбрасывают возможность непосредственного пребывания хазар или неких хазарских гарнизонов в городе. Но с другой стороны, Самватос переводится со шведского как место сбора дани, а с тюркских как высокое место у реки. И норманы и тюрки-печенеги также жили рядом. Примерно те же доказательства, как у хазар. Версия номер 3. Готский Донапарстатхер. Известно, что готы Германариха жили в современной Украине, называя ее страной Оюм. Столицей их была некая крепость на Днепре, буквально именующаяся стоящая на Днепре или Донапарстатхер. После ухода визиготов на запад, что стало с городом и оставшимися остроготами, неизвестно. Не стал ли он добычей славян, будучи уже древним и крупным поселением? Датская сага Ахервер пишет о царстве Германариха и огромном городе Археймар, который стоит на берегу Днепра. К тому же роды готов Тервинги и Грейтунги – это те же поляне и древляне, если буквально перевести как живущие в полях и лесах. Версия номер 4. Балтский Куис. Балты занимали когда-то огромную территорию Восточной Европы. Их южная граница вполне доходила до Киевщины. До прихода славян там вполне могли быть балтские городища с названиями Куис, поселение на холмах, которое досталось славянам. Сейчас такое имя носит литовский Каунас, имея схожую этимологию. В пользу этой версии говорит археолог Седов, причислявший киевскую культуру того времени к смешанной балто-славянской. В итоге версии возникновения Киева есть разные, и славянская из них далеко не самая обоснованная. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.